Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии я расскажу, как создать таблицу в Google таблицах. Первое, что нам необходимо сделать, это набрать Google Диск в поиске. Соответственно, можно перейти по первой ссылке, или же выбрать справа иконку и здесь уже выбрать диск. Заходим в диск, в левом углу выбираем «Создать», далее выбираем Google таблицу. И выбираем «Создать пустую Google таблицу». У нас создается пустая Google таблица, в которой мы даем ей название. Пишем пример Google таблицы. Окей, после чего нам необходимо загрузить сюда образец. Для образца мы будем использовать картинку, выбираем «Вставка», «Изображение», выбираем «Изображение поверх ячеек». То есть, если мы выберем изображение в ячейке, то при изменении размеров ячейки у нас будет изменяться величина изображения. В принципе, что нам сейчас не нужно. И выбираем обзор, выбираем пример таблицы, который мы будем использовать. Нажимаем «Выбрать». И у нас подгружается сюда изображение нашей таблицы. Его можно уменьшить зажатой клавишей Alt. Да, если мы уменьшаем зажатой клавишей Alt, у нас изображение уменьшается пропорционально, то есть длина и ширина изображения уменьшается прямо пропорционально ее размерам. Окей, первое, что нам нужно сделать, это объединенную ячейку с ячейки C3 по ячейку K3. Выбираем, выделяем, объединяем. Объединение, в отличие от Excel, здесь есть несколько видов. То есть, если нам необходимо объединить по столбцам, кстати, чего нет в Excel, здесь это тоже возможно. Об этом я расскажу чуть далее. После того, как мы объединили строку, мы заходим в границы, выбираем нижняя граница и выбираем используемый шрифт. В Google таблицах это очень удобно, потому что данные шрифты есть во всех устройствах, да, которые используют люди при работе с Google таблицами, что, несомненно, очень удобно. Одни из самых популярных это Century Gothic. Официально его использует Microsoft, да, практически во всех своих приложениях. И также мне нравится еще шрифт, он называется Comfort. Тоже, что в принципе очень удобно для просмотра. Пишем название, время погрузки поезда по цехам. Окей, выравнивание делаем посередине в центре. То есть у нас, в отличие от Excel, у которого на панели инструментов сразу вынесено развернуто, у нас есть две иконки. Первая иконка у нас выравнивает по ширине, это слева по центру, справа. И, соответственно, иконка, выравнивающая по высоте, это снизу, середине, сверху. Идем далее. Нам необходимо сделать ширину столбцов. Столбец D у нас пошире и столбец K у нас также пошире. После чего обратить внимание, что мы используем объединение ячеек. В данном случае нам нужно с ячейки C6 по ячейку K7 объединить по столбцам. Данного инструмента в Excel нету, здесь он есть, это не может не радовать. Выделяем и выбираем объединить по столбцам, по вертикали. Видим, у нас все получилось. Отлично. После чего у нас идут объединения вниз. Здесь можно использовать автоматическое заполнение, протащив вниз по черному квадратику. Давайте сразу обозначим границы таблицы. В данном случае это с ячейки C6 по ячейку K21. То есть мы выделяем с C6 по K21, делаем все границы. И здесь справа мы уже можем указателем автоматического заполнения протянуть вниз. Добавляем еще границу, окей. После чего мы выполняем заполнение таблицы. Обратите внимание, что если несколько ячеек у нас выровнены по центру в центре, мы их также можем выделить. Да, если ячейки находятся не рядом, мы используем клавишу Shift, у нас выделяется диапазон, да, с которым мы зажали. Если нам нужно выделить ячейки, которые находятся не на одной плоскости, мы нажимаем клавишу Ctrl и выделяем вниз. То есть сейчас мы выделили все ячейки, выравнивание в которых у нас посередине в центре. Ставим это выравнивание, и в дальнейшем при заполнении у нас не возникнет никаких проблем с выравниванием.
Сразу ставим шрифт, который мы определили, это комфорта. И, соответственно, для времени и даты мы используем выравнивание справа. И выбираем также шрифт комфорта. Окей. Далее что мы делаем? Мы начинаем заполнять таблицу. Здесь пишем номер цеха. Для закрытия ячейки со сдвигом вправо можно использовать клавишу Tab. Дата. И, соответственно, пишем 23.02.2020. Выделяем таблицу и вправо протягиваем, соответственно, дату. То есть, если написать число, да, растянуть его черным крестиком вправо, у нас получится значение даты через один день. В дальнейшем я покажу, как можно использовать интервал заполнения, и потом еще вернемся к этому примеру. Дальше пишем стоимость погрузки. Обратите внимание, что сейчас у нас не получился перенос. Чтобы получился перенос, нужно нажать Alt-Enter. Да, и у нас на новую строку перенесется погрузка. Окей. Далее пишем цех. Цех 1. Если вы обратите внимание, то у нас цеха идут через 6. Да, цех 2. За счет того, что у нас ячейки объединенные, да, программа сбивается. То есть мы можем использовать интервал справа. Цех 1, цех 7. И, соответственно, растянуть и получить результат. Так, далее. Делаем вставку цех 1. Чтобы вставить только значение, мы используем Ctrl-Shift-V. Да, то есть, чтобы у нас не сбивалась высота, можно использовать Ctrl-Shift-V. Это вставить только значение. Также еще пару слов о автоматическом заполнении мы можем также делать с датами по порядку. Вот. От 1 до 2 и подряд. Также можем сделать в обратном порядке. Допустим, 2, 1 у нас будут отрицательные числа. И также можем задать интервал автоматического заполнения. Если мы пишем 1, 11, то интервал будет 10. Все ячейки будут заполнены, соответственно, подряд. То же самое работает и с датами. То есть для даты, допустим, 23.04.2020 мы прибавим к этой дате 27.04.2020. И у нас, соответственно, интервал будет 4 дня. Это очень удобно, можно использовать в повседневной работе. Идем дальше. Дальше нам необходимо написать понедельник, вторник, среда, четверг и так далее. Пишем понедельник. Далее по тому же принципу мы пишем понедельник. Дальше пишем вторник. Выделяем диапазон ячеек и растягиваем вниз. Таким образом у нас получается результат. Окей. Для того, чтобы все буквы были большие, можно написать формулу. Формула у нас называется PropNatch. И, соответственно, выбрать значение ячейки. Выделяем, растягиваем, копируем и вставляем только значение. Это Ctrl-Shift-V. Отлично. Далее нам необходимо сделать 12 тысяч. 12 тысяч пишем. Можно выделить диапазон, нажать Ctrl-D. Ctrl-D это заполнить со сдвигом вниз. И, соответственно, через формат выбираем формат, числа. И здесь, соответственно, другие форматы валюты. И здесь выбираем знакомый нам уже формат. Окей. После чего нам необходимо сделать заполнение 12.00.13.00. Выбираем Ctrl-R и дублируем вниз. И то же самое, соответственно, внизу. Вставляем с форматированием. Таблица практически готова. Да? Далее нам нужно оформить. Выделяем ячейки таблицы, зажимаем Ctrl. Далее выбираем на панели инструментов заливка, выбираем зеленую заливку. Более светлую зеленую заливку, можно добавить ее. Примерно такую. Окей. Вот. И, соответственно, выделяем желтым. Даты по погрузкам. Далее, если вам нужно отправить кому-то эту таблицу, в настройках доступа вам необходимо выбрать
разрешить доступ всем, у кого есть ссылка, и здесь выбрать не читатель, а редактор. То есть, если он может ее редактировать. Если не может, значит читатель. Если же он хочет комментировать, значит комментатор. Нажимаем «Готово», копируем ссылку и отправляем человеку. То есть, если мы зайдем в режим инкогнито, ставим эту ссылку, откроем, любой человек, у которого есть ссылка, может здесь уже вносить какие-то изменения. Если изменения нужно вносить в определенные ячейки, можно поставить доступ. Это совсем другая история. Так, что очень удобно при работе с несколькими людьми. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим лайки этому видео. Пишем комментарии с ключевыми словами Google таблицы. Всем пока!